Как нам заработать на криптовалюте в 2025 году? Какую криптовалюту нужно покупать? Когда же будет тот самый альтсезон? Давайте разбираться. Поехали! Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирба. И сегодня мы будем разбираться с криптовалютами. Когда же мы на ней заработаем? Итак, всех интересует, когда же будет альтсезон? Когда все альты полетят вверх? На мой взгляд, альтсезон уже идет, просто он трансформирован и выглядит немножко по-другому, не так, как его все ожидали. Но основной пик большинство все равно ждет осенью-зимой. Я ходил на конференции, так в принципе очень многие ждут, что основная активность все-таки будет осенью-зимой. Ну и также, если посмотреть по модели Stock to Flow, на которую я ориентируюсь, то же самое. То есть она говорит, что где-то в конце этого года должна быть сильная активность по криптовалютам. Ранее у себя в роликах говорил, что я жду оживления рынка в апреле-мае. Если его не случится, то это будут какие-то вопросики. Но сейчас мы видим, что в принципе рынок оживает после всех этих коррекций. Все поднимается, какие-то токены уже начали давать иксы. Поэтому все в принципе-то идет по плану. То, что там какие-то часть монет не иксуют, но это как бы все монеты иксовать и не будут. К этому нужно просто привыкнуть и смириться с этим. Сейчас покажу, что стало с теми портфелями, которые я для примера собирал. Посмотрим, что с ними стало. Ну а перед этим напоминаю, что в этом ролике вы будете видеть буквы, которые нужно собрать в слово. Это одно из слов сид-фразы. Соберите из 12 роликов всю сид-фразу целиком. Верный порядок будет в Телеграме. Кто первый успеет, тот получит крипту. А какую и сколько, скажу позже. Просто следите за каналом и смотрите внимательно ролики. Открываем портфель низкого риска, который был составлен не так давно, в феврале. И видим, что в принципе он просел на 17%. В среднем у участников рынка сейчас просадка где-то от 30 до 50%. Поэтому даже чуть лучше результат, чем у многих. Здесь базовые активы, биткоин, Solana, эфира. Не будем на этом останавливаться. Высокий риск чувствует себя даже получше. Сюда было закинуты рисковые всякие монеты. О них тоже ранее в ролике можете посмотреть на канале. И сейчас мы видим, что в принципе 93 тысячи, изначально было 100, соответственно просадка всего около 7%, что неплохо. Но тут высокий риск, надо понимать, что тут и колебания могут быть выше. И следующий портфель, который у меня был собран давно, еще после халвинга, он как раз отражает общую суть рынка, потому что туда были добавлены все тренды, которые были актуальны на тот момент. Это РВА, AI, мемы, вот это вот все, что хайповало прошлые 1,5 года, оно было здесь собрано. И в принципе сейчас просадка 42% на портфель. Если у вас примерно такая же просадка, то значит ничего страшного, вы просто как большинство рынка действовали. И в этом ничего такого нет. Если будет действительно грандиозный рост и альтсезон, какие-то монеты из этих дадут вам прибыль, и вы все-таки ее зафиксируете. Но какие-то монеты при этом ничего не дадут. Это тоже нужно понять, что не все монеты прям дадут рост в портфеле. Какие-то монеты иксанут, какие-то скоманутся. Но главное, чтобы общий профит у вас все-таки был. То есть забрали свои там 2-3 икса и радуйтесь, неважно какие там монеты были. А что же будет с мемкоинами? Все-таки суперцикл мемов, вот это вот все. На самом деле, я думаю, что мемкоины также будут продолжать хайпиться. Как только рынок оживает, появляются новые мемкоины. Просто надо понять, что мемкоины на каждом хайпе появляются новые, и за ними новыми надо следить. А какие-то старички, которые устаканились, они также дают бешеный рост, но далеко не все. То есть там 99% мемкоинов просто сразу отлетает, а какой-то 0,1% задерживается. Из тех мемкоинов, на которые я обратил внимание и держу, это биткоин, то есть это тикер прям биткоин, мемный. Он сейчас вообще укатался, стоит около 7 центов, но при этом он взлетал тоже в моменте было 38 центов, но от него я жду также рост где-то 1-2 доллара. Но это не финансовая рекомендация, это просто я так жду, как говорится, мои ожидания, мои проблемы. Посмотрим, что из этого выйдет. Так что в целом по мемам суперцикл мемов дальше идет, просто мемы будут запускаться новые, и когда будет хайп, следите за новыми мемами, на которых идет хайп. Только на них можно будет нормально заработать. Ну а что касается L2 на эфире, там Старкнеты, закосинки и прочее, я в это не очень верю, что они сейчас как-то будут хайповать. Там фонды разгружаются и так, у них и сейчас куча иксов, поэтому смысла как-то это тащить наверх
Нет. Ну, максимум, если кто набрал там по 2-3 доллара, к этой точке, может быть, Starknet вернется и все, на этом закончится. Не верю, что будет какой-то стремительный рост. Этими вещами вообще не пользуются. Еще вы наверняка видели, что у эфира было обновление, которое снизило комиссии. И я вот даже просто отправлял, у меня тоже там отправить эфир куда-то стоило буквально там несколько центов. То есть это без L2 решений. А L2 решения уже есть решения, которые везде интегрированы. Это Arbitrum, Optimism. Этих двух решений вполне достаточно для решения L2 проблемы. То есть той масштабируемости, которую ожидали. А все остальное это просто хайп, чтобы собрать деньги. И сейчас просто фонды будут разгружаться об толпу. Они это делают постоянно, на каждом вот в небольшом взлете токена они фиксируют прибыль. Они сейчас сидят на иксах до сих пор. А вот те, кто зашел, когда токен выходил по расхайпленной капитализации, они, конечно, сидят в минусах. Ну, что тут сказать? Можно только принять убыток, переключиться на более нормальные активы. Я же в L2 эти не верю и держать их не буду. Но не все так плохо, и есть проекты, которые, на мой взгляд, могут дать отличную прибыль. Это много иксов, много профита. Один из таких проектов это Subsquid. Про него я уже давно говорил, в него я уже давно зашел. Кто за мной следит, тоже зашел. Обзоры я записывал. Поэтому это, если кратко, инфраструктура для AI. То есть AI что такое? Это по сути анализ огромного объема данных. Subsquid предоставляет данные из блокчейнов. Он индексирует данные, просто и понятно, предоставляет API-шку. Это рабочий продукт, который генерирует кэшфлоу. И у него есть токен. Для того, чтобы там запускать своих агентов, нужно стейкать этот токен. И у этого токена капитализация все еще маленькая. То есть капитализация 137 миллионов. Если мы возьмем какой-нибудь граф протокол, который там в пиках достигал там 5 миллиардов, наверное, где-то так, капитализации, то здесь апсайд, ну где-то x10, x50 даже с текущих может быть. Я для себя поставил значение, что по каким нормально будет его продать, это выше 3 долларов. Буду ждать, посмотрим, долетит туда или нет. Но, в принципе, для набора, если его рассматривать, то для набора это в диапазоне до полудоллара. То есть выше полудоллара уже как-то смотрится сомнительно. То есть уже больше рисков. А сейчас все еще нормальная цена, особенно тот, кто покупал вот в зоне аккумуляции, то сейчас цена выходит наверх. Если сейчас мы пробиваем эти 21 цент, то тут путь открыт на 0,5. А дальше вот как раз эту отметку, как посмотрим, преодолеет или нет. Будет ли общий хайп рынка. Но сам проект мне очень нравится, в принципе, то, что они делают. Это не какой-то мемкоин, здесь понятная экономика, откуда у них генерируется кэш. Генерируется кэш, понятные действия, какие они делают, и они попадают в тренд. Все совпадает для того, чтобы забрать колоссальную прибыль. Следующий проект это токен VXT. Буквально вот на днях я написал об этом и в телеграм-канале у себя подробно, может отдельно еще ролик тоже запишу, чтобы объяснить. Но если кратко, это биржевой токен. Вы посмотрите на биржевые токены, которые раньше запускались у бирж. Это тот же BNB, BGB у BitGet недавно совсем давал безумные иксы. Там на бирже MEX, хоть она там не очень какая-то шитками, но также там иксы были у токена. У OKX тоже свой токен ОКБ, он тоже там давал профит. И когда биржа новая появляется, и она начинает вкладывать в маркетинг очень много денег, начинает захватывать новые регионы, плюс еще сжигает свои токены и привлекает всякими промо-акциями народ, они гонят токен вверх. Соответственно, сейчас токен из начальной точки старта, а начальная точка старта у него была 1 цент, сейчас он стоит около 3. Соответственно, апсайд просто колоссальный. Они вот сжигали еще эмиссию, то есть это они делают в принципе еще для общего хайпа, чтобы цена токена росла. 3 икса для биржевого токена сейчас, это просто, это слишком мало. Обычно токены биржевые гонят на цены выше доллара, то есть это где-то 1-5 долларов в этот диапазон. Вот и думаем, что сейчас токен биржи стоит очень дешево, биржа начинает вкладываться агрессивно в маркетинг, у них уже там есть лицензии в США, открываются офисы в Дубае. И почему бы на этом, так сказать, нам не заработать? Тем более здесь могут быть именно кратные иксы. То есть если вы по 3 цента взяли, по доллару продали, это уже там 30 иксов. Ну а если консервативно взять, там 50 центов, думаю, до туда цену они точно разгонят. Поэтому здесь, как говорится, просто проанализируйте, посмотрите, еще раз почитайте у меня и пост в Телеграме, отдельный ролик выпущу. Присмотритесь к этому токену, реально здесь можно просто его купить на бирже.
Здесь, в принципе, обычная классическая биржа. Регистрируйтесь по ссылочке в описании, заходите и просто покупаете там же этот токен VXT и держите. За удержание там будет всякие дополнительные награды, ланчпулы, вот это все, дропы будут. Соответственно, для дропов также будут все закупаться этим токенов. И нет причин не расти. Единственный вариант, если биржа просто соскамится в ноль. Такое тоже бывает. Ну, что поделать. Как бы криптовалюта, здесь свои риски. Но когда здесь есть такая ситуация, что очень приятный риск-реворд, то есть либо обнуление там с 3 центов где-то упадет в ноль, либо он улетит на 1,5 долларов, то я выберу попробовать, поучаствовать в этой движухе и заработать. Поэтому, кто еще его не купил, присмотритесь в диапазоне от 1 до 10 центов, если набрать и продавать там выше, чем 5 иксов, лесенкой можно. По-моему, отличный вариант. Ну и следующий токен, который я рассматриваю, это токен Flick, FLK, он еще не вышел. У него будет сейчас только сейл на CoinList'е. У кого есть аккаунт на CoinList'е, обязательно там попробуйте поучаствовать. Я там участвовать не буду. Но здесь мы посмотрим на токеномику. И здесь вот важно, что он выходит по ФДВ 75 миллионов, а сид-раунд был 60 миллионов. То есть практически около сида тот, кто попадет в аллокацию, получит как бы приятный, так сказать, профит. Здесь аллокация всего выдается 6,6% от общего сапплая. На ТГЕ будет 100% анлок, то есть токены сразу вы можете продать. И здесь, так как низкая капитализация на старте, здесь на старте может уже быть 2-3 икса. Но мой план такой, что когда он выйдет после CoinList'а, будет первичный хайп, потом он утихнет, цена укатается, и я попробую взять все-таки по капитализации также около сид-раунда. Такое было и с Subsquid, то есть он также вышел через CoinList, и после CoinList'а он укатался, и цена была даже ниже, чем у сид-раунда. И там, я и моя компания, мы все набрали Subsquid. Собственно, сейчас сидим с иксами. Вот, так что здесь то же самое может быть. Может, конечно, он и сразу улетит, если будет общий хайп осенью. Все-таки здесь написано ТГЕ ожидается в течение осени. Посмотрим, в какой именно момент они будут выходить. И я буду следить за этим токеном. Посмотрю, что с ним будет. Если капитализация у него будет также в районе седа, то есть 60, может 50, то есть от 40 до 80 миллионов капитализация, это будет приятная точка входа для набора этого токена. Можно его набирать постепенно, чтобы как-то там сгладить цену, цена была получше. Потому что это тоже инфраструктурный AI-проект. Он предоставляет там создавать AI-агентов, вся эта инфраструктура, он генерирует кэшфлоу даже так и без токена. И, соответственно, у компании будут деньги, чтобы пампить там свой токен, разгонять фома и все такое. Поэтому обратите внимание также на этот проект. Про него также ролики снимал. Так что обязательно посмотрите все предыдущие ролики. Будете в курсе, что это такое. И ждем токена, когда он появится. Будем смотреть, что из этого выйдет. Итак, вот ответ на вопрос, как нам заработать на криптовалюте в 2025 году. Нужно выбирать проекты, которые генерируют кэшфлоу, попадают в тренд, у которых токен с низкой капитализацией. Если все карты сошлись, то у вас высокий шанс заработать на крипте. Ну а чтобы не потерять на крипте, всегда проводите свое исследование. Все, что услышали там в моем ролике, в других роликах, подвергайте критическому мышлению, ищите информацию про эти токены у других блогеров и составляйте свою картину. И если вам все нравится, тогда уже под свою ответственность вы куда-то заходите. Так у вас будет больше шансов не потерять деньги. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. Буду всем рад. Пишите комментарии. Желаю вам всем профита и до новых встреч.